Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сейчас вы видите съемку на смартфон под названием OnePlus 12R. Это тот же самый смартфон, что OnePlus Ace 3 китайской версии, но почти. И спойлер, он не только лучше тем, что у него есть Android Auto и то, что у него есть все бенды, и его не заблокируют, так как это глобалка, но и хуже, потому что они сделали здесь одну плохую вещь, но об этом я расскажу вам чуть позже. Не забывайте подписаться на канал с колоколом, не забывайте, что подобных обзоров на канале очень много, и вы как раз можете сравнить, как будет то или иное устройство вас снимать. К слову, если вы это дело смотрите, я вас понимаю, потому что очень много в последнее время на YouTube контента, где люди себя снимают на камеру. И это в каком-то смысле бесплатное хранилище, то есть вы можете делать какие-нибудь заметки, не знаю, рассказывать народу о своих увлечениях, и еще делать много всяких полезных для себя вещей. А YouTube использовать как хранилище, и, возможно, ваш лайфблог как раз залетит и найдете себе хобби надолго. Но начнем. Начнем мы с чего? Начнем с того, что я попрошу вас подписаться на мой канал YouTube, на телеграм-канал скидок, на котором уже идет распродажа на Али, и телеграм-канал взаимопомощи, и мой личный телеграм-канал. В личном телеграм-канале вы можете скачать много исходников на этот смартфон, но я бы советовал вам еще и исходников фото и видео скачать и посмотреть обзор обязательно на OnePlus Ace 3. Почему? Потому что это два одинаковых устройства, и особой разницы по камере я точно не вижу как минимум, но здесь есть другая разница, к сожалению, для них. Смотрите, первое, OnePlus 12R в глобалке идет в маленькой достаточно упаковке, и там нет ничего, даже нету чехла. То есть, проще говоря, у вас только кабель и только смартфон. Заряжался он у меня чуть больше 40 минут, хотя обещают 35. Он заряжался 35, у меня не заряжался 35 минут, 36 минут он заряжался до сотки. Но только за счет того, что у меня есть оригинальный 120-ваттный зарядник от OnePlus, который я покупал отдельно. Напоминаю, что основной канал, кстати, Польза.нет, меня зовут Саня, там 451 тысяча подписчиков, и я покупаю все смартфоны, которые мне интересны, а мне интересно все, даже иногда третий эшелон. И, скажем так, за последние 3 года я думаю, что я не пропустил ни одной из моделей, которая бы могла быть более-менее достойна, выше, чем, не знаю, 1015 рублей. Если говорить про комплект, он убогий за эти деньги, он просто печальный, и к телефону вы можете спокойно докидывать еще минимум 4000 рублей, потому что вам надо будет купить и зарядку, и чехол. И это нехорошо и неприятно. Понятно, что можно купить супер все дешманское, либо пользоваться своим, но покупать подобное устройство и покупать потом какую-то дешманскую дичь, это тоже довольно странный выбор, потому что у OnePlus эти Power Delivery тип зарядки, он специфичный, и у них чиповано еще и кабелье, и вот это максимум X10 на основной модуль. Разумеется, здесь нельзя переключаться на ультраширик, потому что ультраширик здесь, по-моему, вообще 1080p 60 fps, максимальное разрешение для съемки 4К 60 fps, для фронталки то же самое, только 1080p 30 fps. И на этом я бы, наверное, может быть, и заканчивал бы, если бы мне не нравился OnePlus. OnePlus смартфон всегда классный за счет, в первую очередь, оболочки. Пойдем по сверху вниз. Сверху вниз почему? Потому что для начала я расскажу вам о том, что у OnePlus, у этих, есть защита от влаги IP65. Ну, в общем, проще говоря, у них защита от влаги IP65, по-моему, да. Или 56. 65 или 56, это не особо важно. Почему? Потому что, первое, если вы утопите устройство, вам никто его менять не будет. Второе, если даже было бы IPX7 или IPX67, вам бы все равно его не поменяли, если бы вы его утопили. И третье, данное устройство, в отличие от ZTE Nubia Z60 Ultra, который имеет IP67 и у меня утонул, еще и вздулось, и потом не выпускало воду, воды не боится. И S3 я топил с его IP50, по-моему, 4. И этот смартфон я топил небольшое утопление на 10 секунд. Он выдерживает, ни динамики, ни микрофона, ничего не страдает. Специально на этот, кстати, смарт сразу после утопления, буквально через 5 минут,
Я записал кружочек в телегу свою личную. Кстати, если хотите увидеть, как кружки, какие смартфоны записывают, туда тоже подписывайтесь. Там довольно скудный контент, никаких новостей. Я повторяю, что на канале нет обсуждения новостей, религии. Максимум мы таможню обсуждаем, но к этому я еще вернусь. Если говорить про смарт этот, то у нас комплект убогий. Не убогая здесь, разумеется, это экран. 1300 люксов он выдает, плотность пикселей довольно неплохая. Если говорить про шим, если использовать Радекс, который обычно мы блогеры используем, там все более-менее прилично, 12%. Но если использовать мой поверенный прибор, я на свою голову решил купить за полтинник штуковину с 2 паспортами, поверкой. И я думаю, вы понимаете, кто высшее образование получал, либо радиоэлектроникой занимался, что это тоже не, к сожалению, плохое дело, потому что там погрешность всего 5%, плюс прибор поверен, эксплуатируется правильно. И вот по нему 20%, иногда больше. Посмотрите, повторяюсь еще раз, и в обзоре, и на стриме я проводил измерения обоими этими приборами, и, к сожалению, экран шумит, притом довольно сильно. Но, опять же, 1300 люксов яркости он держит. Вот сейчас я, допустим, благополучно вижу, что 5 секунд, что он вообще просто заблокировал экран, а яркость он сбросил. Вот так. А во время тестов у нас он не сбрасывал. То есть все-таки при прямых лучах солнца он говорит: до свидания, я так не играю. Вот, но 1300 люксов держится 3 прогона Antutu. Если прогонять Antutu, он 1,5 миллиона показывает. Здесь у нас, помимо хорошего экрана, который имеет закругленные края, и мало того, что закругленные края, он реально сильно, они закруглены для меня. К сожалению, он, когда перегревается, у него плохо начинает работать тач, это раз. 2. Углы. Знаете, когда ты записываешь кружочек в телегу, очень неудобно, кто-то привыкает к этому делу, кто-то нет, но возвращаясь, да, кстати, к айфону, все равно у него тоже тач подглючивает еще как, а когда жара прям дико. А если в чехле, то в 3 раза больше, а если еще и защитным стеклом, то в 4. Поэтому подобная претензия довольно частое явление к смартфонам, но есть те, которые не обладают таким негативным качеством, поэтому имейте в виду, экран и водопад — это специфическая штука. Плюс, сразу, пока я не забыл, в основном обзоре, и плюс у меня в телеге личной, разумеется, вряд ли кто-то будет вам подобное показывать, я скидывал пример того, как у меня глючила камера на этом смарте. Я зашел в лифт, хотел сделать подсъем, а ее начало колбасить. То есть я был растянут, внизу была линия, как будто матрица вышла из строя, и, к сожалению, я впервые могу констатировать, что OnePlus не вывозит какие-то вещи из-за прошивки. У него могут быть прям реальные очень сильные глюки, не по той причине, что матрица изогнута или еще что-то, а именно по причине недоработки программного обеспечения. Хотя повторяю, что это устройство уже давно продается под названием Ace 3. Если говорить про процессор, я бы сказал вам, с одной стороны, Snapdragon 8 Gen 2, классный проц, молодцы, но они сделали 2 подлые вещи. Первое, бренд BBK подразумевает, что в него входят iQOO, Realme, Neo, OnePlus, Vivo, может быть, я что-то забыл. Ну, сейчас, скорее всего, и Nothing тоже. Вот. И в то же время, когда вы можете посмотреть на этот смартфон или на S3 и сказать: вау, класс, они сделали Snapdragon Gen 2 в этом смарте, который уже допилен, энергоэффективен и показал себя очень хорошо в целом. Я вам скажу, что он здесь не лучшим образом реализован, потому что в Antutu он выдает 1,5 миллиона только в производительном режиме, при том, что 3D-марки всякие он и проходит без морозилки, но со стабильностью в 60% некоторые тесты, это плохо. В PUBG New State он не держит 90 FPS, притом он еще и там не выставить частоту. И как многие мне говорят: Саня, чего ты доколупываешься? Ну, прямым текстом, за эти же деньги, только вычитаем еще 30% от Ace 3, не от этого. От этого можно почти на 2 делить цену. Продается у того же BBK iQOO Neo 9 на том же процессоре. Вопрос дня: какого лешего? И разница в том, что здесь у нас у Ace 3, китайской версии 12R,
стоит UFS 4.0. А здесь стоит внутренняя память UFS 3.1. В 2 раза медленнее, к слову. И это ощущается. И как раз, мне кажется, поэтому и камера глючила, что что-то не вывозит. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 60 FPS. Я не считаю, что он каких-то там ловит, не знаю, суперпризы за съемку. Но съемка неплохая. К слову, у двенашки многим съемка нравится больше, чем даже на предпоследних Самсунгах. Как говорила распаковка Илюха, он выгрузит скоро обзор на двенашку, что он сравнивает его с S23 и видит, что OnePlus 12 выигрывает. Но я сразу скажу, что я считаю, что самсы грешат тем, что при обновах старых моделей, так же как нарды, помните, стабилизацию отрубили, как и OnePlus, они могут ухудшить качество камеры. И не будем голословны, спрашивайте у владельцев. Вот мое мнение, что в этом смысле производители уже не чисты на руку почти все. И самсы тоже. Так к чему это все? К тому, что снимает, в принципе, смартфон достаточно хорошо, если не копаться в фото. То есть когда-то я говорил, что фотки у OnePlus норм. Вот в этой модели я не считаю, что фотки соответствуют цене. Даже за 30 тысяч рублей вы можете найти намного больше смартфонов с лучшим фото. За 30 тысяч рублей, даже за 30 тысяч рублей вы можете найти много смартфонов с лучшими игровыми качествами. Но самое важное, наверное, что с этой оболочкой найти смартфон будет сложно, потому что это Oxygen, и мне она нравится. И мне безумно нравится его вибро, меня устраивает его звук, меня устраивает, что он не тонет, меня устраивает его внешний вид, мне нравится из физического то, что здесь кнопки без люфта. Не знаю, ну вот мне важно это. Металлическая рамка, помимо металлической рамки, 2 физические карты, сим-карты можно запихать, карты памяти нет. Что еще из интересного? Инфракрасный порт есть, мини-джека, разумеется, нет. Многим не нравится, что тыльная часть относительно модуля вот этого вот металлического, который наклеен под камеры, имеет зазор все время в полмиллиметра, и так и у двенашки, и никак это не влияет на влагозащиту, поэтому это все форсится блогерами. Для чего? Ну, для хайпа. Так же, как когда погибала у кого-то Xiaomi, помните, от воды. У меня погибла Nubia, ее реанимировали потом OnePlus, ой, не OnePlus, а iPhone 14 Pro реанимировали потом, Samsung Z5 Flip реанимировали потом, никто не говорил. Как только Xiaomi где-то косячит, сразу все репостят. Глючила камера на OnePlus, на этом уже скидывал. Я уверен, что никто об этом рассказывать не будет, невыгодно. Как тогда его продавать, правильно? Вот, и, ну, это, в принципе, нормально. То есть, чтобы вы понимали схему работы Благосферы. Уже 13 минут мы снимаем. Скажу, что из минусов по камере нельзя переходить на фронталку. Из каких-то физических особенностей, что здесь Bluetooth 5.3, а у большинства он уже, у флагманов 5.4. Если говорить про такие вещи, как какие-то особые его качества, это Wi-Fi 7, они этим очень гордятся. Ну и в принципе все. По поводу тача, он работает, когда экран с влагой, как они и рекламируют. По поводу воды, в воде он у меня не утонул, у вас вполне возможно утонет, потому что ну, у них и нет гарантии от погружения. И если говорить в целом про устройство, я разочарован, потому что у меня ощущение, что меня обманули. Обманули в комплекте, обманули в типе памяти, обманули в стоимости. И если бы они в Китае не выгружали эти устройства под названием S3, я бы, наверное, натягивал бы сову куда-то. Но так как они это дело выгружали, смартфон по мне на данный момент своих денег не стоит. И вы можете сказать, что там, как мне скидывали, в OnePlus 12 какие-то обновы приходят, что-то улучшается и по камере. Но в эти же деньги у того же концерна BBK есть iQOO 12, есть у BBK iQOO Neo 9, есть у BBK вивовские смарты. Но это я уже говорю, когда, понятно, они специально их сделали на Dimensity, чтобы ты такой, да ладно, и смотрел OnePlus. Как-то не так BBK по мне делает. Можете написать, может быть, у вас другое мнение. Не забывайте подписаться на канал с колоколом, подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. На основном канале я теперь уже с мая, с апреля получается, в мае первый раз буду разыгрывать, в конце апреля, в начале мая.
первый смартфон. 3 месяца я буду смартфоны разыгрывать вместо Mi Band. Условие будет простое. Это подписка на канал с колоколом и комментарий либо с именем, никнеймом в телеге, либо у вас будет в описании канала телега, и я, когда ее буду проверять на стриме, вы должны быть подписаны на телеграм-канал скидок. Вот. Попробуем так. Если не объявится человек в течение недели, который выиграет, хотя я ему напишу в телегу, кстати, то будем переразыгрывать. Такое будет правило. Ну и правило, что раз в 3 месяца можно выигрывать, только оно остается. Мне девайс понравился. Стоимость меня расстроила. Расстроила, что они запихали сюда UFS 3.1. Расстроило, что мне какого-то лешего надо включать игровой режим. Ну не игровой, а высокоэффективный. При том, что в высокоэффективном режиме в некоторых играх он ест 30% в час, в некоторых 24%. Это не критично, заряжается он очень быстро. Беспроводной зарядки нет, реверсивной зарядки нет, но ощущение, что тебя обманули по поводу железа, разница в этом типе памяти 3.1 и 4.0 огромная. Оно присутствует. Ощущение, что они Snapdragon Gen 2 здесь допилили меньше, чем в S3, у меня стопроцентное, потому что S3 я тестировал. S3 у меня, к слову, блокировался, так что когда вы захотите купить OnePlus или Realme в китайской версии и думаете, что у вас не будет только всех бендов или Android Auto, знайте, что их могут заблочить. Ну а после того, как они благополучно будут заблочены, вполне возможно, вы сможете их разблокировать. Я разблокировал их потом за $30, но это будет все всегда головняк. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Приходите на прожарки. Я эти устройства еще и гоняю на стриме в онлайне в течение 2-3 часов, для того, чтобы вы видели, как проходят тесты, для того, чтобы вы советовали, чтобы я что-то сделал. И если голосов будет достаточно, как, допустим, с производительным режимом в Antutu, когда он выбил 1,5 миллиона, то я буду делать. Если людям интересны какие-то специфичные моменты, почему нет? Напоминаю, что я стараюсь покупать все. Следующий обзор будет, наверное, на Xiaomi 14 Ultra. Скоро в глобальной версии, в китайской уже был. Вот он у меня. Нет, это Samsung, с которым я буду сравнивать его. А Xiaomi у нас... Буду с Samsung S24. Уже исходники с глобалки на канале. Камера в 14 Ultra меня слегка разочаровала. Девайсу от меня отдельно от стоимости, да, не отдельно от стоимости нет. Какой объем файла и вес я укажу. Добра и удачи вам, дорогие друзья!